подписчикам и гостям моего канала. Сегодня мы говорим о гиполипидемическом препарате под названием Inclisiran. С учетом довольно интересного механизма действия и весьма многообещающих результатов клинических исследований, я решил сделать этот ролик, несмотря на то, что этот препарат на текущий момент еще не одобрен FDA. Для понимания механизма действия данного препарата необходимо знать о роли PCSK9, которую он играет в организме человека. PCSK9 – это белок, который является важным регулятором метаболизма холестерина в организме. Синтезируется преимущественно в печени, а также в тонком кишечнике и почках. Высокая активность этого белка приводит к повышению уровня липопротеинов низкой плотности в крови, что можно наблюдать у пациентов с семейной гиперхолестеринемией. В свою очередь, повышенный уровень липопротеидов низкой плотности приводит к преждевременному атеросклеротическому поражению сердечно-сосудистой системы. Люди же с пониженным уровнем активности PCSK9 имеют низкое содержание липопротеинов низкой плотности в крови и, как следствие, меньший сердечно-сосудистый риск. Inclisiran представляет собой малую интерферирующую РНК, соединенную с ацетилгалактозамином. Ацетилгалактозамин выполняет роль своеобразного пропуска препарата в гепатоцит. Основную же роль в осуществлении механизма действия препарата выполняет его вторая часть – малая интерферирующая РНК. РНК-интерференция – это процесс подавления экспрессии гена при помощи малых РНК. Иными словами, малые РНК обладают способностью регулировать синтез конкретного белка. Эти процессы в огромном количестве существуют в здоровом организме. Малая интерферирующая РНК, которая входит в состав инклисирана, разрушает матричную РНК, из которой синтезируется PCSK9, тем самым снижая уровень этого белка и, как следствие, уменьшение циркулирующих липопротеидов низкой плотности крови. Этот препарат обеспечивает снижение уровня липопротеидов низкой плотности примерно на 50% у пациентов, находящихся на максимально переносимой терапии статинами. Препарат вводится подкожно один раз в 6 месяцев. Итак, каким образом Inclisiran вызывает снижение уровня липопротеинов низкой плотности крови? Рассмотрим сначала, как работает PCSK9 без применения препаратов. Этот белок синтезируется в печени и поступает в кровоток. На поверхности гепатоцитов находятся рецепторы к липопротеидам низкой плотности. Они служат для удаления липопротеидов низкой плотности из кровотока. Липопротеиды низкой плотности прикрепляются к этим рецепторам, и к этим же рецепторам прикрепляется PCSK9. Затем эти три компонента погружаются в гепатоцит, где разрушаются. В отсутствии же PCSK9 рецепторы к липопротеидам низкой плотности не разрушаются, а возвращаются на поверхность клетки, таким образом продолжая обеспечивать удаление липопротеидов низкой плотности из кровотока. Количество рецепторов к липопротеидам низкой плотности на поверхности гепатоцитов определяет скорость удаления липопротеидов низкой плотности из кровотока. Чем больше рецепторов, тем больше скорость удаления. Inclisiran вводится подкожно. Посредством ацетилгалактозамина прикрепляется к осеалогликопротеиновому рецептору на поверхности гепатоцита. После чего комплекс Inclisiran-рецептор погружается в клетку. Осеалогликопротеиновый рецептор открепляется от инклисирана и возвращается на поверхность гепатоцита. Ацетилгалактозамин открепляется от малой интерферирующей РНК и разрушается. Таким образом, из трех погруженных в клетку компонентов остается лишь малая интерферирующая РНК, которая встраивается в РНК-индуцируемый комплекс выключения гена. Образовавшийся комплекс захватывает матричную РНК, которая кодирует синтез PCSK9, после чего матричная РНК разрушается и, как следствие, нарушается синтез PCSK9, в результате чего PCSK9 не взаимодействует с рецепторами к липопротеинам низкой плотности, которые в свою очередь повторно могут быть использованы для захвата липопротеинов низкой плотности из кровотоков гепатоцита. Таким образом, механизм действия этого препарата основан на его способности препятствовать разрушению рецепторов к липопротеинам низкой плотности посредством деградации матричной РНК, кодирующей синтез белка PCSK9.
На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.